В обед 16 мая, уплетая бутерброды с колбасой, я наткнулся на данный видеоролик о Гаррис Моде, который не оставил меня равнодушным. Игрок, судя по предыстории, имел, если не проклятый, то точно очень жуткий и забагованный вариант Гаррис Мода. Увиденное пронеслось мурашками по моей спине и заставило вспомнить некоторые подробности моего геймплея 2016 года. Во время игры с друзьями или на серверах игра кажется вполне себе обычной, но как часто вам приходилось оставаться с ней один на один? Раньше я часто зависал целыми днями в ней с другом, и все было очень весело. Но когда мы прощались, и он выходил с моего локального сервера, мне становилось не по себе. Вне зависимости от карты всегда прослеживалось одно и то же. До жути пугающая тишина, мертвецкая одинокость на просторах огромной карты. В такие моменты меня часто настигало ощущение пристального взгляда откуда-то издалека. Казалось, еще немного, и что-то обязательно должно было произойти. Реалистичность карт и звуковое сопровождение были своего рода реагентом этой нездоровой тревожности. Также тревожность вызывали и NPC, коих в игре было очень много. Большинство из них объединяла одна деталь. Достаточно примитивный искусственный интеллект, который не позволял им заниматься чем-нибудь похожим на деятельность человека. Но в то же время и достаточно умные, чтобы не отводить глаз от игрока, наблюдая за каждым его движением. Буквально каждым. Возвращаясь к реалистичным картам, есть один нюанс, который я забыл упомянуть ранее. При всей проработанности ландшафтов часто случается так, что все здания на локации совсем никак не обставлены. Это буквально десятки пустых домов, гаражей и прочих строений. Только земля и голые стены. Складывается такое ощущение, что здесь никто никогда и не существовал. По какой причине это произошло, неясно. Лично у меня это нагоняет вайбы казино Сьерра Мадре из Fallout New Vegas. Величественное строение, венец капиталистического развития Америки, которому никогда не было суждено открыться и обслуживать людей. Прошло уже немало лет с момента выхода данной игры, а она продолжает завлекать игроков в поистине необычный мир. Однако не стоит забывать, что в какой-то момент, одиноко путешествуя по знакомой карте, можно столкнуться с чем-то неизведанным. Чем-то, что нельзя будет объяснить. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia.